Hello, ребята! Привет всем, кто нас слышит и ощущает. На связи снова Петрович, и я помогаю Викторовичу комментировать видео. Мы продолжаем собирать вместе с вами наш ретро-трицикл. В прошлой серии мы остановились вот на таком этапе. Поехали дальше. Итак, как я уже говорил, нам не нравится, что под стеклом как бы что-то не хватает. Благодарочка всем за предложения в комментариях. Мы решили сделать спереди кофр, то есть сумку-багажник. Взяли вот такую доску и отпилили 2 круга. Кусок жести скрутили по кругу и прикрутили к ней круги. Попалась вот такая ПВХ ткань под цвет трицикла, но черного цвета смотрелась бы лучше. По бокам можно было бы прикрутить динамики с сетками, но ставить не будем, я уверен, что будут комментарии, что это лишнее. Крепим вот такую ручку с установленным туда магнитом. Вот такой получился кофр-цилиндр. Задний багажник у нас был недоделан. Мы сделали вот такие прутики и добавили их к багажнику. Теперь багаж будет зафиксирован уже лучше. Кто не верил в прошлой серии насчет денег, вот. Ребята, вы писали, что в брезенте нужно заднее смотровое окошко. Раз надо, то делаем. Из куска жести сделали вот такие рамки. Вместо стекла поставили прозрачный пластик. Думаете, что комментатор Петрович только балаболит? А нет. Я тоже помогаю, вот Викторович дал мне задание отрезать брезент. Такое вот получилось окошко. Друзья, вы предлагаете сделать печку. Так как мотор воздушного охлаждения, то нормальная вряд ли получится, но какую-то примитивную можно попробовать сделать. Сделали вот такие воздухозаборники. Наша печка явно получится с маленьким КПД. Но есть одно но, она все равно будет давать тепло. Сделали отверстия в коляске. И вот такие воздуховоды. Воздух будет проходить между ребрами головок, пока он будет идти самотеком. Если будет результат, поставим вентилятор.
Ну что, ребята, у нас осталась проводка, и можно будет попробовать прокататься, ведь этот трицикл еще не проехал даже полметра. Вот Викторович насобирал такие ретро-переключатели. Ближний и дальний свет будет переключаться ногой. Аккумулятора вполне хватит вот этого, 12 вольт 7 ампер, сделали ему подставку и нашли ему место. Крепим вот таким хомутом. Ребята, пока Викторович делал проводку, природа нам принесла сюрприз – снег с морозом. Тестовый выезд немного откладывается, но у нас есть еще недоделанные хвосты. Вот такой получился фаркопчик, чтобы вывозить навоз, так как мы из села, у нас большое хозяйство. В какой-то серии было несколько комментариев, что эта крышка не смотрится, друзья, а вот так. Лично я думаю, что не лучше. К тому же она защищает катушки и генератор от дождя. Викторович ее немного доработал, и теперь она будет служить еще как воздухозаборником, для охлаждения, катушек и генератора. Ребята, мы сделали вот такие значки. Теперь осталось придумать название этому ретро-трициклу. Если честно, у нас с этим туговато, поэтому мы просим вас писать свои предложения в комментариях, чье название больше понравится. Тому отправим баночку маринованных огурчиков. Шуточные названия тоже принимаются, это ведь развлекательный контент. Вот такими катафотами заглушим отверстия в трубах. Поставим вот такой раритетный блок управления отопителем. В нем есть реостат моторчика и регуляторы заслонок. Летом вентилятором можно будет охлаждать головки, а горячий воздух отводить наружу коляски. Друзья, вы писали, что не хватает омывателя, делаем, причем раритетный. Вроде запрещена езда без номерных знаков, не вопрос.
Ну и напоследок. Вот такие рыбьи хвосты на глушителе сделал Викторович. Ну что, ребята, вот такая вышла у нас с вами чудо-техника. Сегодня неплохая погода, попробуем проехать хотя бы пару метров, посмотрим, что получится. Моторчик этот очень старый, заводится неплохо, но здоровье у него уже не то. Друзья, для первого выезда пришлось нанять профессионального летчика-испытателя. Ну что, с Богом, пока потихоньку. Оно поехало, но Викторович сказал, что тест не будет засчитан, если не будет дрифта и полицейского разворота. К сожалению, летчик отказался выполнять такие виражи, но нам сегодня повезло, теща была на веселе и не отказалась протестировать. Эти моторы не оборотистые, и на полном газу работает, как будто к нему прицепили вагон.
Мне кажется, мы зря ее посадили, она вошла в азарт. Есть одна проблемка, не работает лампочка нейтралки, заднюю скорость можно включить только когда выключена передача, поэтому немного сложновато быстро определяться, с лампочкой было бы проще. Ну что, ребята, следующая серия будет последняя, нужно доделать все недочеты, и была в планах покраска. Многие писали, что красить не нужно и оставить как есть. Викторович как бы и не против, но так как есть, он выглядит как барахолка, покрашен в один цвет вид будет лучше, скорее всего красить будем, но или кисточкой или баллончиком, ведь нам нужно, чтобы остался вид древнего. Приветствуется лайк, подписка и комментарий. Ну а пока на этом, ребята, все. Пока-пока.